кто согласится подешевле съездить на выборы, поработать депутатом. Один говорил, рублей за 10 я поеду. Общий принцип был землю изъять и поделить. Вот руки, видишь? Пальцы, они как загибаются? Когда пальцы начнут туда загибаться, грядет царство коммунизма, говорит, в ту сторону. Царские власти очень радовались, думали, бузатеров этих не будет, придут нормальные. Нормальные были те. Они плохо образованы, но при этом во всем разбираются лучше всех, ничего не знают. Но обо всем судят, и их мнение окончательно. Мелким чиновником работал в разных советских учреждениях. Спокойно дожил до пенсии. И дальше, как несложно догадаться, в 1937-м о нем вспомнили. Дума работала как часы. Приняла 2500 законов. Поэтому профилактически в Петербурге было объявлено военное положение. Демонстрация запрещается. В газете «Правда» пишется. Все будет пресекаться. И демонстрацию расстреляли. Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Вот эта мелодия, написанная как раз в канун Первой мировой военным музыкантом Василием Агапкиным, стала музыкальным символом и, наверное, за эти 100 лет самым узнаваемым военным маршем российской, потом советской, а потом снова российской армии. Тема Первой мировой совершенно необъятная. Еще с советских времен она остается на периферии нашего восприятия. Во-первых, в советских учебниках не особо ее проходили, так, пара страничек. А потом ее буквально заслоняют события 1917 года, последовавшая кровавая гражданская война. Хотя на самом деле это был конфликт глобального масштаба. На Западе он назывался «Великая война». Вовлечено было 2/3 населения Земли. Из 59 существовавших тогда государств 38, то есть абсолютное большинство, находились в состоянии войны. Представьте, было всего лишь 59 государств. Кто скажет, сколько государств на планете сейчас? Правильно, около 200. Если считать непризнанные государства, точнее говоря, признанные кем-то, только в ООН членов более чем 190. Видите, как все рассыпалось. Раньше была одна Российская империя, а теперь, если посчитать, с учетом частично признанных государств и непризнанных, наверное, 20 получится вместо одной империи. Также можно посчитать и Австро-Венгрию, Османскую империю, а про британскую, французскую колониальную, что и говорить. И это все ведь рассыпется в основном после Первой мировой войны, окончательно после Второй. У Первой мировой своя логика, свои герои, чуть-чуть известные, в основном забытые, чтобы наш разговор не становился совсем бесконечным. Я ограничусь темой герои Первой мировой войны. И в основном наши герои. Но сначала исторические декорации. Корни Первой мировой в неразрешимых противоречиях мировых держав. Углубляться не будем. В основном это грызня из-за владений, колоний, сфер влияния, денег, амбиций. Одним молодым хищникам, как, например, Германской империи, досталось мало. Другим, как Британская, хочется сохранить то, что у них есть. Кому-то хочется большего. В общем, в широком смысле слова, это борьба за мировую гегемонию. 5 империй участвовало в Первой мировой.
Есть теория заговоров, что все это инспирировано банкирскими домами. Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы, они кукловодили. Под эти теории заговоров подтягиваются довольно любопытные совпадения. Ну, например, кто из вас скажет, когда после очень долгого, многолетнего обсуждения было принято решение о создании таинственной и малопонятной организации, как Федеральная резервная система США. 13-й год, прямо накануне. Вот договорились, наконец, и отдали производство денег частным банкам. Я не думаю, что упомянутые банкиры так уж кукловодили императорскими домами. Это был сложный симбиоз власти, аристократии, промышленников и больших денег. Это был сложный клубок интересов, и поэтому, в общем-то, советские учебники не ошибались, когда называли эту войну империалистической и захватнической. Сформировались два больших военных блока. Это Антанта, сердечное согласие, Франция, Российская империя и отчасти Англия, и Тройственный союз, ей противостоящий. Германская империя, Австро-Венгерская империя и Италия. Обратите внимание, что из себя представляла Германия, Австрия тогда. Это большая часть Западной Европы, несопоставимо с тем, что сейчас. На Францию не обращайте внимания, что она такая небольшая, там колонии, ого-го. Про Англию вы все знаете. Все стороны готовились к возможному конфликту. Надо сказать, что хотя, как пафосно заявляют, что вот Европа не знала войны 40 лет, ну, с франко-прусской войны. Или иногда говорят, что Европа не знала войны 100 лет. Большой войны после Венского конгресса. Но на самом деле на окраинах искрило. Давайте приведу вам несколько примеров. 1898 год. Соединенные Штаты выступают в защиту демократии. На Кубе. Восставшие кубинцы против испанской диктатуры. По итогам войны между Соединенными Штатами и Испанией в поддержку кубинской демократии Куба стала американским протекторатом, и даже в Конституции Кубы было написано, что на ее территории находятся американские войска. Прямым текстом. Обеспечивают свободу. Ну а заодно американцы восстановили демократию на Филиппинах и Пуэрто-Рико. Эти территории просто стали колониями Соединенных Штатов. 1899 год начинается Англо-Бурская война, по итогам которой обе бурских республики стали колониями Британии. Им не повезло, нашли алмазы на их территории и, как бы сейчас сказали, всякие редкоземельные металлы, поэтому шансов у них сохранить независимость не осталось. Про русско-японскую войну у нас отдельно есть несколько лекций. Еще на Балканах. Вы знаете, как изображали тогда карикатуристы разных стран Балканы? Это обычно какой-то кипящий котел, из которого все выплескивается. Сверху крышка. И на этой крышке, чтобы сдержать, сидят, в зависимости от того, кто писал карикатуры, либо Николай II, либо австрийский император, либо турецкий паша, либо они там все вместе взятые. Но это именно готовый взорваться котел. Котел уже выплескивался. Сначала Первая Балканская война. 1912-13 год. Против Османской империи воюют Болгария, Сербия, Греция, Черногория. Союз победил, Турция уступила свои владения на Балканах, и у них там в Европе остался только Константинополь с окрестностями. Кстати, очень много русских добровольцев участвовало на стороне славянских государств. И вот тот самый марш прощания славянки посвящен этой войне, Балканской. Написан как раз в эти годы. Потом стал маршем Первой мировой. Поэтому прощание славянки. Сразу после этого начинается Вторая Балканская война, потому что союзники между собой поругались, и Болгария стала воевать с остальными. Ну, что происходит в мире? Главные валюты – фунт, марка, франк и рубль. Доллар пока еще так. Да, господа, проститутки, которая будет торговать своим телом даже не за рубли, а за германские марки и за доллары североамериканских штатов. Растет влияние США и отчасти Японии, но на самом деле мир абсолютно евроцентричен.
Большинство территорий мировых находятся под скипетром европейских монархов. Доминирует европейский стиль во всем. В одежде, в поведении, в моде, кухне, в религиозной сфере христианства. Постепенно роль религии, конечно, снижается, но еще нет никакого фактора ислама. Это где-то там арабские племена кочуют на территориях османских владений. Все монархи европейские близкие родственники. Николай II, английский король, немецкий император ездят друг к другу в гости. В войну между ними невозможно поверить. Это прекрасная эпоха. La belle époque. Расцвет искусства европейского. Импрессионизм, модерн. В поэзии и литературе Серебряный век. Дягилев. Современное искусство появляется. Кубертен возродил Олимпиады. Элиты ездят на курорты. Очень много русских отдыхает в Германии. Немцы отдыхают на Лазурном берегу. Всемирные выставки, показывающие невероятный технический прогресс и невероятные перспективы. У меня мечта сделать как-нибудь отдельную лекцию про Парижскую выставку всемирную. Вы представить себе не можете, какие достижения показывали заводы Российской империи. Холодильник бытовой, электрическая швейная машинка ручная, ну и так далее. Через Атлантику ходят суперлайнеры. «Титаник». Я рекомендую вам посмотреть хотя бы первых пару сезонов. Очень неплохой британский сериал, называется «Аббатство Даунтон». Там хорошо показана жизнь английской аристократии, английского общества периода Первой мировой войны и сразу после войны. И начинается сериал с крушения лайнера «Титаник». Утонул «Титаник» и тонет вместе с ним. Это прекрасная эпоха. А вообще на авансцене родовая аристократия, владельцы поместья Даунтон. То есть это по духу еще 19 век. Когда начался и когда закончился 19 век? Знаете, мое мнение, что нельзя в учебниках. Мы, кстати, будем сегодня говорить много об учебниках, потому что в новом учебнике для школы, которым, так сказать, я имел честь заниматься, там как раз уделяется должное внимание Первой мировой по сравнению со старыми учебниками. Я кое-какие иллюстрации сегодня покажу. Так вот, мы не проводим начало и конец века хронологически, по 99 или по 100. Если говорить серьезно, то, например, 18 век в Европе закончился, наверное, окончанием наполеоновских войн или Венским конгрессом 815 года. Вот этот блистательный, сложный, красивый, великолепный 18 век заканчивается с падением Наполеоновской империи. Начинается уже век XIX, совершенно другой по своему содержанию, и он как раз закончится в 1914. Конец прекрасной эпохи. Колокол прозвонит. По ней в Сараево 15 июля по старому стилю 14 года. Ну и, как пишут иногда ярко публицисты, звонарем этого колокола стал Гаврила Принцип, член сербско-боснийской террористической организации, который застрелил наследника австрийского престола Франца Фердинанда. Ему 19 лет. Вообще не умеющий стрелять. Когда готовилось покушение на Франца Фердинанда, кстати сказать, очень приличный человек, большой демократ, сторонник мира, того, чтобы славянским государствам дать полную автономию в рамках Австро-Венгерской империи, чтобы чехи, словаки, сербы, боснийцы пользовались теми же правами, что и венгры. Франц Фердинанд, наследник престола, племянник императора. Император его не любил. Он хотел, взойдя на престол, превратить Австро-Венгрию в имперскую федерацию. С точки зрения террористов, они убили самого лояльно относящегося к сербам австрийского политика. Гаврила Принцип там был где-то на подхвате. Планировалось бомбу бросить в автомобиль с Францем Фердинандом, когда он посещал Сараево. Бомбу бросили. Ранили тяжело несколько человек. Но Франц Фердинанд был не трусом. Он не уехал в Вену. Мы поедем в госпиталь навестить раненых. И ехал демонстративно в открытом автомобиле с женой, практически без охраны. Какие там дороги никто не перекрывал.
Показать, что я чувствую себя здесь как дома в Сараево, я ничего не боюсь. Террористы, все, у них ничего не получилось, они разошлись. Он случайно меняет маршрут и сворачивает на другую улицу, куда идущий домой этот Гаврила Принцип зашел в кафе купить себе бутерброд. Но он там где-то на стреме стоял, ему ничего не доверяли. И он выходит с бутербродом на улицу и видит, что очень медленно там машина. И он выхватывает пистолет и стреляет. И убивает жену первым выстрелом. Потом попадает во Франца Фердинанда. Он несовершеннолетний, его казнить нельзя. Умрет в тюрьме через несколько лет от туберкулеза. Я задаю себе вопросом, знаете, история – это какая-то цепочка случайностей. А как бы пошла вся история, если бы он не зашел купить бутерброд? Или просто сидел в кафе, не смотрел на улицу? Не знаю, тут можно спорить бесконечно. С чего начинается первая фраза самого знаменитого романа? Одного из самых грустно-веселых романов о Первой мировой, я его очень люблю, «Похождение бравого солдата Швейка». «Забили нам Фердинанда». Там какая-то героиня кричит. Почему это убийство стало спусковым крючком? Я процитирую одного очень хорошего военного историка, чей 4-томный труд, кто любит военную историю, прямо рекомендую. Называется «История русской армии». Считается классикой и одним из самых лучших исследований по военной истории российской. Зовут его Антон Керсновский. Он эмигрировал во Францию, закончил там военное училище и работал военным аналитиком. Писал очень интересные исторические книги, и все думали в русской эмиграции, что это псевдоним, потому что не может такой молодой человек писать такие блестящие труды. Предполагали, что это либо какой-то генерал скрывается из генерального штаба, а скорее всего это группа большая офицеров-аналитиков готовит такое сочинение. Нет, это был он один. Вот что он писал про начало войны. Кавычки. К 1918 году русская армия должна была технически сравняться с германской. Британский флот должен был стать вдвое сильнее германского. Дни престарелого Франца Иосифа в 14 году были уже сочтены, австрийского императора. С его кончиной Германия теряла своего союзника, отход Австро-Венгрии от союза с Германией и ее преобразование в федеративное государство с сильным славянским уклоном были предрешены. Германии приходилось либо отказаться от мечты о мировом господстве, либо ковать железо, пока оно было горячо. Иными словами, начать предупредительную войну. Вот здесь совершенно четко сказано, что главным интересантом и инициатором войны выступала, конечно, Германская империя. Она была лучше всех готова. В идеальном состоянии армия и промышленность. Российская армия тоже находилась в процессе перевооружения, которое должно было завершиться к 2018 году по плану. Поэтому нам встревать в войну было совершенно противопоказано. Но мы все время оказываемся в процессе перевооружения и военной реформы. Уже в России был изобретен русский танк к 2014 году, изобретен русский миномет, автомат, полноценный автомат, как ППШ. Автомат Федорова. Все армейские части оборудовались телефонной связью, и предполагалось ставить некое подобие мобильных телефонов на самолеты. Но это все находилось в процессе, в чертежах. Конструкторы убеждали военное ведомство. Всего этого не было в серии. Но все равно у нас была ситуация в армии хотя бы не такая хорошая, как в Германии, но, по крайней мере, получше, чем во Франции. Потому что французская армия не только была существенно меньше в 2 раза, чем германская, но она вообще была в таком странном состоянии. Французы носили синие кителя и красные штаны. И когда министр обороны Франции накануне войны предложил перейти на полевой вариант военной формы, его подвергли в парламенте страшной обструкции. Говорят, красные штаны – это символ французского духа боевого. Без них вообще воевать будет невозможно. Представляете, какая это была идеальная мишень для немецких пулеметчиков. Французов не учили окапываться по уставу. Они траншеи не рыли, в принципе. Мы-то хотя бы прошли через русско-японскую войну, мы понимали, что это такое, пулеметы. А нет, французов учили по уставу только наступать. Не смотрели французские парламентарии фильм «Кинзадза», поэтому вот с этими красными штанами они и двинулись в 2014 году на немцев. Формальная зачинщица войны была Австрия, потому что Австрия тоже думала, что хороший бы повод разобраться с Сербией, избавить страну в перспективе от федерализации, от распада. Вообще сербы таких надо наказать. Поэтому Австрия, подзуживаемая все время Германией,
объявляет сербам ультиматум, который, кстати, Сербия что сделала? Приняла. Там довольно оскорбительные пункты. Сербы приняли его целиком, кроме одного пункта, чтобы полицейские части зашли на территорию Сербии и сами начали расследование убийства. Вот это уже совсем перебор. Полная утрата суверенитета. А со всем остальным они согласились. Австрийцы думали, что, наверное, Россия не впишется. Россия к войне не готова, докладывала разведка. А когда истек срок, я обращаю ваше внимание, все это подробно описано у нас в учебнике, Австро-Венгрия объявляет войну Сербии. Но Сербия наш союзник. Надо что-то делать. Николай II мечется. Ввязываться в войну за сербов? Зачем? Мы не готовы к войне. А вдруг в войну вступит Германия, она союзник Австро-Венгрии. Поэтому он объявляет сначала частичную мобилизацию, чтобы напугать австрийцев, потом полную, потом отменяет, потом снова возвращает. Постоянно идут телеграммы в Вену, к дяде Вилли в Берлин. Давайте как-то успокоимся, давайте проведем переговоры. Трагическая случайность. Какой-то сумасшедший мальчишка. Николай II предлагает собрать мирную конференцию в Гааге, спокойно сесть и решить, какие есть проблемы, давайте разберемся. Но Германия уже настроена воевать, объявляет ультиматум теперь уже Николаю. Немедленно прекратить мобилизацию. Николай очень не хотел войны, но он боялся двух вещей. Во-первых, потерять лицо, мы же великая держава, и Сербия наш официальный союзник. Он черногорские княжны вообще родственницы, они замужем за членами императорского дома. Как их бросить-то? Граница Дунай, с этой стороны Белград, а с этой стороны сразу Австро-Венгрия. Они артиллерию ставят и сразу лупят по центру Белграда. Но это был не главный страх. Главный страх был, что если мы не объявим сейчас мобилизацию, а Германия и Австрия решатся воевать всерьез, то тогда мы подвергаем страну колоссальному риску. Дело в том, что России для выполнения мобилизационных планов требовалось гораздо больше времени, чем Германии и Австро-Венгрии. Огромная территория, растянутые коммуникации и, соответственно, подготовленный заранее немцами для войны план Шлиффена, план войны на два фронта против России и Франции одновременно. Он строился на простом расчете. Французская армия слаба, Германия атакует всеми своими силами, 90% бросается против Франции. Блицкриг 39 дней по плану ставит Францию на колени. Все было просчитано. Каждый солдат знал свой маневр. Пока России, ей нужно 3 месяца на мобилизацию, пока русские долго запрягают, пока Россия будет сосредотачиваться, германские войска развернутся на восток и всей своей мощью раздавят Россию. И наши военные они тоже этот план понимали. Поэтому отказаться от мобилизации боялись. И вот немецкий посол 19 июля, 1 августа по новому стилю приходит к министру иностранных дел с нотой: прошу проинформировать, отменена ли мобилизация. Нет. Тогда я уполномочен заявить: вы сами виноваты, русские. Они тут же переложили на нас вину. Мы не отменили мобилизацию. Германская империя объявляет войну России. Есть история, что там было 2 ноты, но это не совсем так. На самом деле была одна нота, но в ней просто было 2 варианта прописано. Если Россия отказывается отменить мобилизацию, то Германия объявляет ей войну. И второй вариант: если Россия уклоняется от ответа, то все равно Германия объявляет ей войну. Но германский посол, можно понять, так разнервничался, что как-то это неправильно отредактировали этот документ, и он с этими 2 вариантами ноту так и отдал. После чего расплакался. Немцы вообще сентиментальные. Наш министр обнял его, похлопал, проводил до двери. С этими нотами, дипломатическими меморандумами такие бывают казусы. Я тоже как-нибудь в мемуарах напишу. Сейчас не буду вам рассказывать. Все это очень жизненно и очень объяснимо. «1 августа Германия объявляет войну России, потом она объявляет войну Франции и атакует Францию. Не в лоб, там, где французы выстроили укрепления, а хитро через Бельгию.
в обход. Британия все время пыталась как-то увильнуть от выполнения своих союзнических обязательств. Не то, что не встревать в войну, а даже Францию не поддержать. В Британии шла дискуссия, надо ли ввязываться, отсидимся на островах. Ну и что мы союзники? Ну, передумали. Французы давили, но когда уже начались тяжелые бои очень в Бельгии, бельгийцы неожиданно оказали упорное сопротивление. Англия все-таки решила, что она больше потеряет, если не поддержит сейчас Францию и Россию. Все-таки втроем, наверное, справятся. И тоже объявляет войну Германии. Ну а дальше понеслось, стали включаться другие державы. Некоторые более-менее всерьез, как Италия. Но что самое интересное, Италия была членом Тройственного союза. Но в Антанте ей посулили больше, и она стала воевать за Антанту. А Турция, Османская империя, стала воевать за Тройственный союз. Некоторые страны решали свои проблемы, как, например, Япония. Она решила поживиться немецкими владениями в Китае, на стороне Антанты. Бразилия, Португалия и многие-многие другие чисто формально декларировали свою поддержку той либо иной коалиции, оказывали какую-то материальную помощь. Кто-то посылал небольшие воинские контингенты. Теперь вот давайте по порядку, по годам, что происходило, чтобы мы понимали логику событий. Кампания 2014 года. Немцы наступают через Бельгию, французские войска отступают. Немцы уже в 40 километрах от Парижа. Все возможные боеспособные части бросаются, чтобы сдержать немцам. Французские власти умоляют Российскую империю начать наступление на востоке. А мы не готовы. У нас мобилизация идет. Но мы спасаем Францию и начинаем одновременно два наступления. На союзников Германии, на Австро-Венгрию, на Юго-Западном фронте. Это очень успешное наступление. Мы продвигаемся на 200-300 километров. Освобождена Галиция. Галиция тогда, это не Галиция сейчас. Тогда еще очень сильны были русофильские настроения, сохранялась русская идентичность. Жители Галиции еще не знали, что они за Бандеру. Они думали, что они русины. Галичина – русский край. С цветами встречают русскую армию освободителей. Но разгромить одним ударом Австрию не хватило сил. Второе наступление началось прямо на Кёнигсберг, на древнюю столицу германского военного духа. Тоже без подготовки, без резервов, без полного боекомплекта, без планов местности, без координации между двумя армиями. Две армии вели наступление, генерала Самсонова, генерала Ренинкампфа. И сначала началось все прекрасно. 7 августа, в самом начале, сражение у городка Гумбинен. Это современный Гусев в Калининградской области. И немцы разбиты, отброшены. Вот открыта дорога на Калининград, на Кёнигсберг. Гром победы, раздавайся. Но немцы собрались силами, подтянули резервы, воспользовались всеми нашими слабостями, полное отсутствие связи и координации между двумя армиями, окружили армию Самсонова и буквально расстреляли ее из тяжелой артиллерии. Надо сказать, что тяжелая артиллерия – это был главный конек германской армии. Тяжелая артиллерия и пулеметы. По количеству тяжелых орудий они превосходили, например, французскую армию, ну не соврать, в 100 раз. Пулеметов у них было больше, чем у всех союзников вместе взятых. Это очень технически вооруженная армия и очень профессионально выстроенная. Генерал Самсонов, чтобы избежать позора, пускает себе пулю в лоб. Но тогда офицеры чести так поступали. Армия Ренинкампфа отступает с тяжелыми потерями. Но это помогло французам, потому что немцы перебросили часть своих войск на Восточный фронт, чтобы спасти Кёнигсберг. Во Франции происходит чудо на Марне. Сами французы сейчас говорят, что все сделали таксисты. Они остановили немцев, потому что 600 французских такси всю ночь возили подкрепление из Парижа 40 километров на линию фронта. В Франции была так чудесно организована армия, что у них даже нормального автотранспорта не было. Таксисты возили. Но я не знаю, мне кажется, что вклад нашего неподготовленного удара на юго-западе и Восточной Пруссии все-таки побольше. Но французы остановили на Марне немцев. Ни одна из сторон не добилась своего. Открывается новый фронт, Кавказский, поскольку вступает Османская империя в войну против России, и нам надо туда направлять большие воинские силы. У нас фактически получился самый большой фронт в истории. От Балтики,
до Турции, до южного побережья Черного моря, южной оконечности Кавказа и далее. Кампания 915 года, госучебник, страница 17. Немцы решили, что если у них не получилось одним ударом покончить с Францией, надо перебросить все силы и разобраться с Россией, которая показала, что русская армия мало что из себя представляет. Ее очень легко опрокинуть, окружить. И немцы перебрасывают 60% своих дивизий на Восточный фронт, начинают большое наступление. Мы отступаем, не так, как в Великую Отечественную. Фронт сдвинулся примерно на 200-300 километров. Германцы оккупировали Польшу, Привислинские губернии, Курляндию, это часть современной Латвии, Виленскую, Гродненскую губернии, часть Белоруссии, Литвы. Но разгромить русскую армию не удалось. Однако наше общественное мнение, власть, правительство считают, что это практически катастрофа. Мы представить себе не могли, что мы будем отступать. Что бы, интересно, подумали наши предки, если бы не узнали, что мы могли отступать до Москвы и до Волги, и все равно одержать сокрушительную победу потом. Но тогда отступление на 200-300 километров считалось катастрофой. И Николай II отстраняет главнокомандующего русской армии, великого князя Николая Николаевича. Это кумир предвоенный русского офицерства. Страшно популярный человек, прекрасный пиарщик, 2 метра ростом, статный, кавалерист, командир. Считается гениальным полководцем. Где Николай Николаевич, там победа. Символ военного духа. Одно дело маневры, учения, другое дело гигантская война, миллионы солдат. И когда наши покатились назад, Николай Николаевич растерялся, скукожился, стал психовать, нервничать. В августе 15 года Николай II принимает решение самому возглавить русскую армию. Такого не было, по-моему, в русской истории никогда. Если не считать Александра Невского и Дмитрия Донского. Петр I не возглавлял армию, хоть и вел полки вперед. Он бомбардир, он так из-за спины подруливал. Александр I рвался возглавить армию, но это закончился Аустерлицем. И он там был не один все-таки, а в компании с австрийским императором, таким же бесшабашным. И он хорошо этот урок усвоил. Военным делом должны заниматься профессионалы. Правильно ли это было решение? Сейчас трудно судить. Вот что тот самый Керсновский по этому поводу пишет. Все-таки я склонен ему доверять, потому что он из того времени, изнутри смотрит на эту ситуацию. Кавычки. Это было единственным выходом из создавшейся критической обстановки. Каждый час промедления грозил гибелью. Верховный главнокомандующий и его сотрудники не справлялись больше с положением. Их надлежало срочно заменить. А за отсутствием в России полководца масштаба Кутузова заменить Верховного мог только государь. И Николай II берет на себя всю моральную ответственность за все победы и поражения на фронте. Еще раз подчеркну, фронт довольно далеко. Все время ставка находилась в Могилеве, далеко от линии боевого соприкосновения. Но результат был. Фронт стабилизировался. Отступление прекратилось. В 16 году все с точностью да наоборот. Германия решила, что с русскими они уже разобрались. Не скоро они придут в себя, поэтому надо опять перенести усилия и покончить, в конце концов, с Францией. Верденская мясорубка. 1 миллион человек с двух сторон гибнет. При этом линия фронта практически не движется. 1-2 километра вперед-назад. Защищает Верден начальник крепости маршал Петен. Герой обороны Вердена, который потом станет символом коллаборационизма, предательства и будет проклят всеми, когда капитулирует перед Германией во Второй мировой. Среди офицеров с французской стороны молодой офицер Шарль де Голль, с немецкой стороны молодой, вообще не знаю, обер-лейтенант Паулюс. Главный военный успех 16 года
самое успешное масштабное наступление на Восточном фронте, а может быть и на Западном тоже, это Брусиловский прорыв, наступление Юго-Западного фронта, разгром австро-германских войск. Повторилось все как в 2014 году. Чтобы спасти фронт, они перебросили аж 34 дивизии из Франции, чтобы защитить Австрию. Помогли остановить наступление Брусилова. Ну, наверное, тем самым мы сильно помогли французам. Еще Кавказский фронт, а вот на Кавказе все хорошо. Командование переходит к генералу Юденичу. Я потом отдельно подробно о нем расскажу. И это самый успешный у нас театр военных действий. Юденич громит турок, наступает, берет древнюю столицу Византии Трапезунд, берет самый мощный укрепрайон Османской империи, это десятки километров дотов, траншей и сама крепость Эрзерума. И не надо думать, что турки плохие солдаты, отнюдь. Как раз перед этим турки объединенные британо-французские войска разбили, когда они пытались захватить Дарданеллы. Помните, Галиполи? То есть они англичан и французов разбили, а перед нашими не устояли. Я один только эпизод приведу, чтобы вы понимали, кто такой генерал Юденич, а то мы все думаем, что какой-то белогвардейский генерал с усами. Наши войска подходят к Эрзеруму, выдыхаются. Очень ожесточенное сопротивление, это суперукрепрайон. И он получает приказ от того самого великого князя Николая Николаевича, потому что, освободив его от обязанности главнокомандующего, его назначили командующим Кавказским фронтом. Но он сидит в штабе, а армией руководит Юденич. И Николай Николаевич, получая кучу рапортов, что все, войска истощены, сейчас турки перейдут в контратаку, мы погибнем, посылает приказ отойти от Эрзерума. Юденич направляет ему телеграфом: «Ваше императорское высочество, ваш приказ неправильный. Я считаю, что мы должны продолжить наступление. Всю ответственность беру на себя. Точка». Отдает приказ, я не помню время, но ночью 23:00 начать штурм Эрзерума. Во-первых, это ночь, во-вторых, начинается жуткая метель. Нам тяжело это представить, но на севере Турции это бывает. И приходят к нему командиры воинских соединений, просят перенести начало штурма, невозможно идти в атаку, мы ничего не видим, стеной снег. «Я согласен», — говорит Юденич, — «я переношу начало атаки на 23:05. Даю вам 5 минут. Атаковать будем ночью в метель. И поймите, вы не видите турок, и турки не видят вас. Но вы знаете, куда идти, а турки не знают, откуда вы придете». И вот ночной штурм Эрзерума, из снега появлялись, как призраки. Наши солдаты взяли этот укрепрайон. Потери турецкой армии составляли убитыми, ранеными, пленными, пропавшими без вести, где-то 80, а наши потери 1 к 10. Представляете? Насколько малой кровью, взяв на себя всю ответственность, умели тогда воевать лучшие генералы. Кампания 17 года. Надо понять, что к этому моменту Германия, Австрия истощены. В 2 раза больше численность армии после всех проведенных мобилизаций Антанты. Уже Германия и Австрия могут только обороняться. США все активнее и активнее оказывают помощь. Французы попробовали наступать, задействовав в том числе и русские войска, так называемый российский экспедиционный корпус во Франции. Там примерно 20 тысяч наших лучших солдат было. Как-то без особого успеха, потому что уже французская армия не хотела воевать. Колоссальные потери, начались антивоенные мятежи, солдаты отказывались идти в атаку. Очень жестоко расправлялись с этим во Франции. Тысячи солдат отправлялись на каторгу, сотни расстреливались перед строем. Как-то восстановили дисциплину, а у нас февральская революция. Временное правительство организовало наступление, но, честно говоря, лучше бы оно этого не делало. Львов, Керенский, вся эта компания, сидя в Петрограде, совершенно не представляли реальное положение дел на фронте, реальную обстановку в армии. Вот нас представляется, что когда Ленин приехал на Финляндский вокзал в апреле 1917 года, залез на броневик и научил всех жизни, сказал, что штык в землю, немедленно мир, без аннексии и контрибуции, так сказать, открыл всем глаза,
поэтому все пошли за большевиками. Но на самом деле, если вникнуть в обстановку, то Ленин говорил вещи, которые были совершенно очевидны. Удивительно, что он в эмиграции лучше это понимал, чем правительство в Петербурге. Он не был никаким первооткрывателем каких-то смыслов. Чтобы показать вам, что все здравомыслящие люди считали, что надо срочно подписывать перемирие после февральской революции, я вам процитирую символ антибольшевизма генерала Петра Краснова. Да, это тот самый, который потом за коллаборационизм был повешен у нас после 1945 года. Кстати, не реабилитирован, но он очень много написал интересных мемуаров. Они есть в доступе, и для историков это очень интересный материал. Его даже выдвигали в 1926 году на Нобелевскую премию по литературе. Так что никакого вреда в цитировании Краснова нет. Краснов вспоминает, как в апреле 1917 года он был командиром казачьей дивизии, и к нему приехал от Временного правительства депутат от кадетской партии князь Долгорукий, чтобы поднимать на фронте боевой дух, как комиссар. И вот Долгоруков говорит: армия вышла из повиновения, я цитирую мемуары, спасти ее может только наступление и только победа. На что комдив Краснов отвечает: наступление не спасет, потому что такая армия победить не может и победы не даст. И дальше продолжает: пехота, которая сменила нас, имеется в виду казаков, вы знаете, шла по белорусским деревням, как татары по покоренной Руси. Солдаты отнимали у жителей все съестное, армия голодная. Для потехи расстреливали из винтовок коров, отнимали деньги. Офицеры запуганы и молчат. Приказ номер 1. Всем верховодят солдатские комитеты. Ясно, что армии нет. Она пропала. Надо как можно скорее, пока можно, заключить мир и уводить и распределять по своим деревням всю эту сошедшую с ума солдатскую массу. Наступление Керенского провалилось. Более того, немцы еще захватили Ригу, перешли в контрнаступление. Ну а дальше понятно. День 7 ноября, красный день календаря, декрет о мире и перемирие объявляется большевиками 2 декабря. В это же время, в 1917 году, Англия и Франция заключают тайный договор о разделе Османской империи после войны. И англичане захватывают Багдад и Иерусалим. Я не случайно на эту мелочь обращаю внимание, потому что мы-то думали, что нам в случае победы дадут Босфор, Дарданеллы, и Палестина станет православным протекторатом, как минимум. У меня что-то такое предчувствие, что даже если бы мы оказались в стане победителей, то у нас были бы большие проблемы с нашими союзниками. Они чудесно договорились за нашей спиной. Ну и, наконец, в 1917 году самое время. В войну вступают Соединенные Штаты Америки. До этого они всячески уклонялись, говорили, что вы понимаете, мы многонациональная страна, демократическая, у нас выборы, конгресс, у нас очень много живет и англичан, потомков, и французов, и немцев очень много. Это все избиратели, дедушка Трампа и бабушка из Баварии. Это все избиратели, а как мы можем за кого-то воевать? Ну, в общем, как-то от душевных терзаний, изоляционизма американцы к концу 1917 года избавились, поняли, что вступить в войну – правильный момент, чтобы получить не только экономические дивиденды. К этому моменту Соединенные Штаты превратились уже из страны, которая всем должна, в страну, которой все должны. Тут можно еще получить неплохие и политические дивиденды. И вообще американская армия в Европе – это красиво. 18-й год. Германия полезла вглубь России. После Брестского мира головокружение от успехов. Вот, казалось бы, вы там наделали этих квазигосударств в Прибалтике, на Украине, по сути, германских протекторатов. И надо всю эту огромную германскую армию, 500 тысяч человек, с Восточного фронта перебрасывать на Запад и давить на Францию с Англией. Но нет. Немцы почему-то решили, что вот здесь надо осваивать территории, расширяться. И, может быть, именно этих 60 немецких дивизий немцам во Франции и не хватило. Жадность погубила. Они оставшимися силами пытались наступать во Франции, наступление провалилось. Германия запросила перемирие, потому что экономика уже не тянет совсем. В Германии голод. Считается, что 600 тысяч немцев умерло от голода в конце Первой мировой войны. 29 сентября капитулирует Болгария. Болгария воевала за немцев и в Первую мировую, и во Вторую. Это у нас братушки так всегда. Затем капитулирует на следующий день Османская империя. Еще через пару дней Австро-Венгрия.
Германия остается одна. Она тоже понимает, что дело швах. Но вместо того, чтобы, пока армия еще стоит, попытаться как-то договориться, она решает выторговать себе условия получше и провести масштабную морскую операцию. Бросает все остатки флота против британцев. Но не рассчитали. Матросы точно так же не хотят воевать уже, как и солдаты. Штык в землю. Или что там у моряков. Поднимается восстание немецких матросов в Киле, и вслед за ним, когда армия восстает, все. Начинается революция в Германии. Поэтому 11 ноября в Кампьене, в лесу, в штабном вагоне подписывать капитуляцию от имени Германии уже будут представители не империи, какого-то республиканского, непонятного германского правительства. Ну, потом Гитлер отыграется на французах по полной программе, мы помним, да, он заставит подписать Францию капитуляцию там же, на том же месте, в Кампьенском лесу, в том же самом штабном вагоне. Вернемся к самому началу войны. 1 августа нам объявили войну. На следующий день все Романовы собрались в Зимнем дворце. Молебен, как положено. Потом Николай II огласил манифест. Там «Наше дело правое», «С нами Бог», «Духовно-нравственные ценности». Но, кавычки, «ныне предстоит уже не только заступиться за несправедливо обиженную родственную нам страну, но и оградить честь, достоинство, целость России и положение ее среди великих держав». То есть мы теперь уже не за Сербию, а сами за себя. Из воспоминаний Родзянко, председателя 4-й Государственной Думы, кавычки, «Громовое «Ура» наполнило дворец и покатилось ответным эхом в толпе на площади. Государь вышел на балкон к народу. Огромная толпа заполонила всю Дворцовую площадь, окрестные улицы. И когда она увидела государя, ее словно пронзила электрическая искра. Громовое «Ура» огласило воздух. Флаги склонились до земли, и все упали перед царем на колени. Далее Родзянко вышел из дворца и описывает, шли рабочие. Я спросил их, а каким образом они вообще здесь оказались на площади? Ведь незадолго перед этим они бастовали и чуть ли не с оружием в руках чего-то требовали. А рабочие ответили, а то было наше семейное дело. А теперь дело касается всей России. И теперь мы пришли к своему царю и пойдем за ним во имя победы над немцами до конца. Небывалый патриотический подъем, так сказать, гром победы, раздавайся. Наверное, это был самый счастливый момент в жизни Николая II, как самодержца, точно. Небывалое патриотическое единение. Эта музыка играла, я думаю, в головах многих тогда, символизировавшая великие победы Екатерининской эпохи Потемкина, Суворова, Румянцева. Вообще хочется сказать о Николае II что-нибудь хорошее. И есть одна вещь, которая действительно характеризует его очень хорошо. Он не только не хотел этой войны. Он, в принципе, на вопрос, хотят ли русские войны, всегда отвечал «нет». Именно Николай II был главным инициатором созыва первых международных конференций по разоружению. Он предложил разоружение первым в истории. В 1899 году по инициативе молодого российского императора в Гааге была созвана первая конференция по разоружению. 26 стран приняло участие. Кстати, председательствовал представитель Российской империи как зачинщика. Разоружения не добились, но приняли массу полезных документов, конвенции, декларации о 5-летнем моратории на испытание самой возможности бомбардировок с воздушных шаров и иных новых способов. Тогда еще цепелины, дирижабли, авиация только-только начинали развиваться, но уже предполагали, что их можно использовать для бомбометания, и это сразу запретили. О запрете на употребление снарядов с ядовитым газом,
о запрете разрывных пуль, прочее, прочее. Это был на самом деле прорыв, потому что до этого единственным подобным соглашением международным была только одна Женевская конвенция 1864 года об обращении с ранеными, пленными и медицинским персоналом во время войны. Все, больше ни одного международного договора такого плана не существовало. Потом в 1907 году будет еще одна Гаагская конференция, и новые предложения, и новые декларации о ограничениях тех либо иных жестоких форм войны. В 1901 году Николая II даже номинировали на Нобелевскую премию мира. Он уступил тогда швейцарцу Дюнану, основатель Красного Креста. Любопытно, что кроме Горбачева у нас ни один руководитель государства нашего никогда, ни в какие времена, лауреатом Нобелевской премии мира не был. Но когда началась война, конечно, все эти договоренности с первого дня не соблюдали. Война велась самыми жестокими способами. Пропаганда работала по полной программе. Но ей особенно стараться было не надо, потому что все условности, все договоренности, все было отринуто. Немцев называли новыми гуннами. Непонятно, почему гуннами. Гунны – это вообще тюрки, наверное. Или какие-нибудь тюрко-монгольские племена. Атила, новые гунны, беспощадные. И поскольку никто толком не понимал из простых людей, которые в окопах с винтовками, а, собственно, ради чего мы воюем, пропаганда должна была объяснять как-то, представлять врага зверем, каким-то чудовищем. В этом особенно преуспели англичане и американцы. Американцы вообще создали специальное пропагандистское агентство, которое накручивало общественное мнение в США по поводу зверств германцев. У англичан работали отделы пропаганды военных ведомств. Например, они раскрутили историю, что немцы собирают трупы солдат, причем и своих, и чужих, и перерабатывают, делают из них комбикорм, не консервы, в это бы не поверили, делают комбикорм для свиней. Это было так ужасно, даже Папа Римский выступил по этому поводу с заявлением. Весь мир поверил. Потом уже после войны, в 20-е годы, кто-то из офицеров английских информационного ведомства признался, да, это мы придумали очень ловко, так запустили, да, как хорошо получилось. Это потом сыграет дурную службу, потому что когда в годы Второй мировой войны немцев начнут обвинять в зверствах, появятся первые слухи о концлагерях, газовых камерах, крематориях, то немцы будут говорить, да ладно, это все английская пропаганда, это все история повторяется с кормом для свиней. Не верьте, им верить нельзя. И многие не верили. Французы печатали в газетах, прям центральных, что немецкая нация настолько отвратительна, что немец издает какую-то ужасную вонь. У него пот неправильный. С ним рядом находиться нельзя. И даже говорят, что если даже дети посидят на парте, поучатся там пару лет, так эта парта деревянная пропитается такой вонью, что потом ни один нормальный человек просто сидеть на этой парте не может, только сжигать. Да, и были учителя, которые подтверждали это из Эльзаса и Лотарингии. Ну, в Российской империи тоже была своя. Немцев изображали дураками, всякие стишки. Ну, плюс шпиономания везде. Петербург переименовали в Петроград на патриотической волне. Многие немецкие фамилии меняли на русские, на славянские. Ну, разгромили заодно немецкое посольство, как положено. И попавшихся под руку каких-то немецких добропорядочных наших предпринимателей, кого магазины особенно. Обычно за всеми этими погромами всегда стоят вполне прозаичные интересы. Я был как-то в Калининградской области и с местным экскурсоводом ходил по немецким бывшим курортным городкам. Немолодой экскурсовод мне рассказывал, вот видите, ресторан, а это банк, а это страховая касса бывшая. Это все принадлежало евреям до конца 30-х. А потом пришли нацисты, всех евреев прогнали, но не брезгуя, потом стали владельцами этих ресторанов, страховых обществ, банков. Просто поменялись владельцы. За всеми этими национальными историями обычно стоит весьма меркантильные соображения. Надо сказать, что в части военнопленных более-менее союзники вели себя сносно. По отношению друг к другу старались соблюдать конвенции, насколько это получалось. Особенно к офицерам относились нормально. Им оставляли личные вещи в плену. Их не привлекали к работам. Пленным разрешали вести переписку с родными, получать посылки. Русских офицеров, находящихся в немецком плену, даже отпускали на прогулки под честное слово или расписку.
Он писал, что не убежит. Были эксцессы, но в целом не было госполитики. Потом, во Вторую мировую, это ведь будет государственная политика по отношению к нам, славянам, как к недочеловекам. Убийство недочеловека во Вторую мировую – это не то, что не преступление, это даже не особый проступок. Это или доблесть, или какое-то досадное недоразумение. Тогда все-таки немного по-другому относились. Это не касалось, конечно, солдат. Солдат держали строже, в работах они участвовали принудительных, но все равно процент умерших в немецких лагерях для военнопленных несопоставим с процентом умерших советских солдат в немецких концлагерях. Знаете, сколько пленных у нас погибло от общего числа в годы Второй мировой? 54%. Больше половины. У англичан, французов 5 и американцев. В тех же лагерях, в соседних. Потому что они человеки, а мы недочеловеки. Михаил Тухачевский, тогда молодой, 24-летний царский офицер, как сумел бежать из плена? Он выкрутился тем, что расписку, которую он дал, выходя погулять, заставил расписаться другого офицера. То есть он слова не нарушил, обманул немцев. А Лавр Корнилов, чтобы не нарушать честное слово, не бежать, будучи офицером, но в австрийском плену как-то незаметно перешел из офицерского ВИП-отделения лагеря в солдатский барак, там переоделся в солдатскую робу и сбежал как солдат, когда его вывели с сельхозработы, потому что солдат, он, честное слово, не дает. В конце, конечно, все было ужасно в этих лагерях. Голод, и вся Германия голодала, тиф, туберкулез и принудительная работа. Идеализировать тоже это не надо. В контекст мы погрузились. Давайте поговорим о героях. Я начну с главного мифологизированного героя Первой мировой войны, с первого кавалера креста, святого Георгия, Козьмы Крючкова. Настоящий былинный герой. Первые дни. Патриотическая эйфория. Пропаганда раскрутила эту историю на 100%. Его имя было увековечено в газетах, песнях. Десятки брошюр выпускали с его биографией. Везде портреты на обложках журналов, конфеты геройские Козьма Крючков, папиросы Козьма Крючков, лупки со стихами. Одно стихотворение прочитаю, чтобы вы поняли суть подвига его, как описывалось. Это Лубок, простите, это не Есенин. 4 русских казака, а немцев было 32. И вот один казак Крючков вдруг в кучу врезался врагов, 3 остальных за ним спешат, и немцев в круг себя крошат. И вот через несколько минут настал для немцев уж капут. Хоть и залит Крючков весь кровью, но не моргнет он даже бровью. Он смело в круг себя рубил, 11 врагов убил. И получил 16 ран, без помощи доехал в стан. Так, краткое содержание. И образ Крючкова такой был подходящий. Молодой, красивый, чубатый, фуражка на бекрень. Да к тому же еще он не просто казак, а казак Донского казачьего атамана Ермака Тимофеевича полку. Это очень многое значит для пропаганды. Александр Матросов не просто рядовой Матросов, который бросился грудью на амбразуру. У нас сотни были таких героев. Александр Матросов, я напомню, гвардия рядовой Сибирской добровольческой бригады имени товарища Сталина. Каждое слово в газете било в десятку. Козьма Крючков из Ермака Тимофеевича полку Донского. Конечно, реальная история была немного другой. Но я для начала вам скажу пару слов, как готовили казаков. Это не нынешняя служба, 1 год. Готовили так. В 19 лет призыв. Казак поступает в учебку, подготовительный разряд, где в течение года, приобретя на собственные деньги коня, 2 обычно, и всю экипировку, учатся стрельбе, джигитовке, рубке, владению пикой, шашкой. Затем, через год, в 20 лет, он поступает в строевой разряд. 4 года обязательной действительной военной службы в кавалерийских частях. Потом еще 8 лет льготной службы. Что такое льготная служба? Это каждый год длительные военные сборы. Но между сборами ты живешь дома. А потом еще запас 5 лет.
где тебя могут призвать в любой момент по любому поводу. Таким образом, воинская служба для казака обязательная, заканчивается к 40 примерно. Козьма Крючков только начал службу в 13 году, сразу попал на войну. Как проходил знаменитый бой? Крючков командует разъездом из 4 казаков, и кто-то им сказал, что там немецкий конный разъезд, уланы. Наши поскакали, увидели, что немцев не 32, а 22. Ну, поняли, что не справятся, поскакали обратно наши, а немцы стали их догонять. Наши казаки рассыпались, отстреливаясь в разные стороны. Но за Козьмой Крючковым погналось 12 человек. И нагнали. Он пытался отстреливаться, у него патрон заклинило в карабине. Стал шашкой, шашку у него выбили из рук, разрубили ему кисть. Ну, не отрубили пальцы, но сильно ранили. Но он оказался лихой парень, он кого-то шашкой разрубил. Потом вырвал у одного из немецких улан пику, стал этой пикой колоть, трофейной. Ну и в конце концов, по официальной версии, 11 уложил. Но в наградном листе на самом деле ничего про 11 убитых нету. Пишется только, что он действительно столкнулся с разъездом 22 всадника, и 12 набросились на него одного, и он как-то отбился. И несколько человек, судя по всему, это написано потом и в журнале боевых действий, подробно описано каждый казак, что кто кого как там зарубил, сколько у кого ранений. И действительно он как-то вырвался, и на нем было 16 ран. Это все насчитали в госпитале. Весь фактически исколот и изрублен. Положил он 11 человек. Значит ли это, что Крючков не герой? Вопрос риторический. Есть серия «28 панфиловцев». Я тут не могу не напомнить анекдот про золотую рыбку, да? Помните? Новый русский поймал золотую рыбку. Сначала просит $1 миллион, потом Майбах, потом дворец на Лазурном берегу. А в конце, совершенно присытившись и достав золотую рыбку, говорит: знаешь, последняя просьба, сделай меня героем Советского Союза. Не вопрос, сказала золотая рыбка, махнула хвостиком, и остался новый русский с одной гранатой против 2 немецких танков. По поводу геройства Козьмы Крючкова: сядьте на коня и давайте в рукопашную 1 против 12 кавалеристов. Это вам не тыквенное латте в ресторации на улице Рубинштейна. Крючкова заваливали дорогими подарками. Он стал суперзвездой. Отец писал ему из станицы, кавычки: «Кувшины разные золоченые стоят в горнице, на полочке, красуются. Что с ними делать, не знаю. Стоят. Кувшины, вазы, шашки». Но он, как настоящий солдат, вылечившись в госпитале, вернулся опять на фронт, воевал. Получил еще, по разным сведениям, 2 или 3 Георгиевских креста, плюс к первому, номер 1. Прошел сквозь медные трубы. Вообще вся эта шумиха Крючкову не нравилась. Есть история, когда его полк стоял там на переформировании где-то под Одессой. К нему заявился директор Одесского городского театра. Это были регулярные визиты, просто это попало в воспоминания. И предложил за существенное вознаграждение в театре показаться почтеннейшей публике, как звезде. Казаки вспоминали, что Крючков сказал: «Прошу вас, господин хороший, убирайтесь по добру, по здорову, я вам не медведь, чтобы меня всякий желающий выводил на показ публике». А вот что вспоминала другая суперзвезда той эпохи, одна из самых популярных певиц, Надежда Плевицкая, «Курский соловей», так называл ее Николай II. Она, хоть и была суперзвездой, не уехала в Израиль во время войны, а работала медсестрой. И вот в госпитале увидела во дворе Козьму Крючкова. И пишет: «На дворе мы увидели Чубатова с тонким красивым лицом казака, который учился ездить на велосипеде. Он не обращал на нас никакого внимания и упрямо пытался одолеть стального коня. Впрочем, этот конь то и дело сбрасывал казака в снег». Так мы увидели Крючкова, портретами которого пестрили все газеты и журналы. Княгиня казака сфотографировала. Еще одна княгиня тоже работала медсестрой в госпитале. Он позировал очень неохотно. Но вот сниматься с суперзвездой-актрисой Крючков отказался, сказав, что он женат и не может фотографироваться с разными всякими женщинами. Так, интересная мысль. В общем, воевал кроваво, получил еще 3 ранения, одно очень тяжелое. После революции февральской он же
авторитетный казак. Его сразу выбрали председателем полкового комитета, как бы командиром полка вторым. И, наверное, он мог бы сделать карьеру похлеще Буденова, который был тоже, кстати, унтер-офицер, такой же кавалерист, как и Крючков. Но когда донские казаки с фронта пошли домой, Крючков вместе с ними вернулся. Жил какое-то время в станице. Это все Тихий Дон. Прямо дословно. Началось восстание казаков против большевиков. Он примкнул к восставшим, к белым. Командир полка, где служил Крючков, вспоминал, как он помогал в голодные времена без реквизиции прокормиться. Вот командир полка писал: «Приходим в станицу. Я спрашиваю, а вы видали когда-нибудь Козьму Крючкова?» Ну, местные говорят: на портретах видали, а вот живого бы посмотреть. Я вызываю Крючкова. Неописуемая радость на лицах станичников. Сбежались все бабы. Затопили печи, и как из-под земли появились куры на столе. И вот много-много раз присутствие Козьмы Крючкова заставляло испуганное местное население проявлять свое хлебосольство и выручать наш полк от голодовки. Достаточно было сказать: молотки, накормите казаков, а я вам за это покажу живого Козьму Крючкова. Погиб в гражданскую, банально, в перестрелке. В последнее время появилась пара версий, я читал, запредельных. Первое, что тяжело раненого Крючкова лично зарубил Буденный, когда пленный Крючков отказался встать в его присутствии и даже плюнул Буденному в лицо. Вторая еще веселее. В 20 году, во время войны с поляками, а Крючков в это время, я цитирую, а Крючков в это время служил в армии Буденного, буденовцы столкнулись с польской бригадой. Казаки стали задирать поляков и вызывать их на поединок. Кто из вас не побоится сразиться с самим Козьмой Крючковым? Из рядов поляков выехал ротмистр Заморыш, алкогольной наружности, с пропитой рожей. И, лихо увернувшись от пики Крючкова, зарубил его насмерть. Казаки испугались, развернулись и дали дёру. Смерть прославленного головореза подорвала их боевой дух. Вот пишет какой-то сведомый польско-украинский историк. Я почему вспомнил про Козьму Крючкова столь подробно, про 28 панфиловцев? Потому что на самом деле такому последовательному развенчанию системно подвергаются все герои. От Невского, коллаборационист, до Донского. Струсил на Куликовом поле, переоделся простым ратником. От Матросова Александра, который, понятное дело, поскользнулся перед дотом, до Зои Космодемьянской, у нее что-то там было с головой не в порядке. И дальше это касается и Первой мировой войны, и Великой Отечественной, всей нашей истории, и СВО. У русских недочеловеков, героев нет, никогда не было, быть не может. Это небольшое отвлечение из серии «Теперь поговорим о дряни». Есть такие публицисты, которые всю свою внутреннюю гниль и желчь непременно должны выплеснуть на окружающих. В себе не держат. Такие же пытаются и лихого казака Козьму Крючкова также разоблачить. Я ссылаюсь на учебник школьный, такой синенький по истории. А еще сейчас вышел в 3 томах, но привязанный к школьной программе учебник дополнительный. Я его называю учебником для мальчиков, но я думаю, что и для девочек он тоже будет интересен. Он касается военной истории России. Он как бы связан с конкретными школьными уроками, только более подробно раскрывает аспекты военной истории. Вот это учебник для 10-11 класса дополнительный. В нем как раз Первая мировая война. И некоторые иллюстрации, которые вы здесь видите на экране, они как раз из этого учебника. Этот учебник не обязателен для школы. Если вы хотите знать историю лучше, и чтобы ваши дети знали историю лучше, то обращайтесь к директору. Он имеет полное право, как дополнительный учебник, его использовать. Пусть использует. Он хороший. Теперь пару слов о первых офицерских орденах Святого Георгия. Но если мы вспомним фамилию Врангель, то люди постарше сразу вспомнят вот эту мелодию. Готовят нам царский трон, но отойди до британских морей. Красная армия всех сильней. Красная армия всех сильней.
Тот самый Петр Врангель. В начале Первой мировой никакой еще не черный барон. Он получит это прозвище за черкеску черного цвета, который будет носить в гражданскую. А тогда еще молодой ротмистр, командир эскадрона лейб-гвардии конного полка, прославленного, элитная кавалерия, стал одним из первых кавалеров ордена Святого Георгия в самом начале войны, 6 августа. Гусевский район Калининградской области. Во главе эскадрона атакует германскую батарею. Конная атака на артиллерию. Попали под сильный огонь. Очень многие погибли из кавалеристов эскадрона Врангеля. Он сам выжил чудом. Снаряд попал прямо в лошадь, и лошадь под ним разлетелась, разорвана была на части. Он скатился кубарем и ворвался на батарею. Захватили орудие. Представлен за эту атаку к награде. Приказ, кавычки. За то, что в бою 6 августа выпросил разрешение броситься со своим эскадроном на батарею противника, стремительно произвел конную атаку и, несмотря на потери, захватил орудие. Что это? Повторение атаки английской элитной кавалерии, легкой бригады под Балаклавой. Только с той лишь разницей, что англичане этот эпизод своей военной истории, превратив в невероятный миф, фантастический, британского духа, выполняли бессмысленный жестокий приказ. А нам приказывать не надо. Барон Врангель выпросил разрешение атаковать в конном строю немецкую батарею. Такая тактика у нас была в начале войны. Кавалеристы в конном строю по традиции, как было принято, атаковали пехоту с пулеметами, пушками. Уже было другое время, но еще не все это понимали. Уже другая война. Вообще, когда были изобретены пулеметы и скорострельная артиллерия, тогда писали во всех газетах, что все, больше войн не будет никогда. Потому что изобретено такое оружие массового поражения, которое делает бессмысленным любые наступательные действия. Пулемет – это гарант вечного мира. Довольно быстро в ходе войны изобрели противоядие – танки, бронированные автомобили. Ну а тогда у конницы были очень большие потери. И русская конница, самая лучшая конница в мире на тот момент, несла самые большие непропорциональные потери. Особенно гибло много офицеров. Они первыми летели, не посылали, ввели в атаку кавалеристов. Тем же самым указом этой награде были удостоены еще 8 человек, и среди них Павел Скоропадский. Он был командиром полка кавалерийского, в котором служил барон Врангель. Будущий гетман Украины. Вот такие разные судьбы. Кто упрекнет в отсутствии мужества Врангеля или Скоропадского? Один в гражданскую войну потом возглавит вооруженные силы белых в Крыму и переименует их в русскую армию, а другого на пару месяцев немцы посадят гетманом всея Украины, разогнав бестолковую Центральную Раду. Трагедия гражданской войны. Еще пару слов о первой и последней пролитой в Первую мировую войну крови царского дома Романовых. Я расскажу об Алее Константиновиче Романове. Ему был 21 год. Это правнук Николая I. Отец его Константин Константинович, офицер, но все, кто увлекается русской литературой и искусством, знают его как известного поэта, композитора, очень профессионального, блестящего переводчика Шекспира, Гёте, Шиллера. Он публиковался под псевдонимом К.Р., 2 заглавных буквы. Его сын Олег закончил Царскосельский лицей. Это, кстати, был первый из Романовых. Романовы учились только в военных учебных заведениях. Или дома. Он закончил лицей, как Пушкин, по личному разрешению Николая II. Но все равно пошел на военную службу в лейб-гвардии гусарский полк. Лейб-гвардии гусары – это те, которые Лермонтов. Когда началась война, отправился добровольцем, естественно, сразу на войну. Кстати сказать, у Константина К.Р. было 5 сыновей, и все 5 отправились на войну. Восточная Пруссия, 27 сентября 2014 года, во время кавалерийской атаки, наши победили тогда, тяжелая была победа, ранен, отправили его в госпиталь Вильна, прислали самых лучших профессоров. Среди врачей был, кстати, уже известный хирург Николай Бурденко, который оперировал Олега Романова, будущий главный хирург РКК в годы войны, имени которого госпиталь Бурденко. Вот, а Николай Бурденко Георгиевский крест получил за японскую войну, где он был военфельдшером.
но к тому моменту известный врач, не спасли и тяжелое ранение. Его навестил начальник Виленского военного училища, вот интересные воспоминания, кавычки. Его высочество встретил меня в палате умирающим. Встретил приветливо, даже весело. Улыбнулся, протянул руку, жестом предложил сесть. Я поздравил князя с пролитием крови за родину. Он сказал спокойно: «Я счастлив. Это нужно. Это поддержит дух и в войсках произведет хорошее впечатление, когда все узнают, что пролита кровь царского дома». К умирающему сыну приехали родители. Уже вышел указ о награждении его орденом Святого Георгия 4 степени. Но они по традиции протянули ему орден, который принадлежал его деду, великому реформатору Константину Николаевичу. «Дедовский крестик», прошептал 20-летний Романов. Его похоронили в усадьбе под Волоколамском. В могилу положили крестик и именное оружие. Это привлекло, естественно, грабителей. После революции могилу сразу разграбили, орден, шашку вытащили. Ну а во время Великой Отечественной Волоколамск, Волоколамское шоссе. Вся эта усадьба была просто стерта с лица земли, могила утрачена. Потом эту землю разделили на участки по 6 соток. Так что сейчас могила великого князя Романова находится у кого-то на огороде. После этого остальных 4 сыновей, вопреки их желанию, отозвали с передовой на другие должности. Они уже дослуживали где-то в штабах. Последний Романов, который вел своих солдат в атаку, был Петр под Полтавой. Обстоятельства совершенно другие, мотивация другая. Хотя нет, мотивация, наверное, та же самая. Вообще Романовых в годы войны тяжело упрекать мужчин. Все-таки большинство из них было военными, так либо иначе служили на фронте, командовали. Даже брат царя Михаил Романов-младший, он командовал дикой дивизией, тоже принимал участие в боевых действиях. Но мне кажется, что если бы все многочисленные великие князья вели себя вот так, как 20-летний Олег Константинович, всегда вели себя так, может быть, династия бы и устояла. Я хотел вам поставить один романс, который был написан тогда специально на смерть великого князя Романова, и исполнила его та самая суперзвезда своего времени, Курский соловей, Надежда Плевицкая. Знаете, у нас одна история в рассказах всегда цепляется за другую, человеческая, но только так можно понять связь времен и связь людей. Вот эта сверхпопулярная певица получала фантастические гонорары. Была солисткой Московской консерватории, дружила с Шаляпиным. Она из крестьян, и она никогда музыке не училась. Николай II, когда побывал на ее концерте, написал ей: «Я слышал, вы никогда не учились петь. Прошу вас, и не учитесь. Я много знал ученых-соловьев, но они все поют для уха, а вы поете прямо для сердца». Невероятно была популярна. Она потом, после революции, выйдет замуж за белого генерала и эмигрирует во Францию. А дальше, вот как сложна наша история. Их завербует ОГПУ, и ее мужа, потому что они очень тосковали по родине. А приехавшие агенты сказали им: вы получите амнистию, и что вы делаете здесь? Вы должны помочь родине, Советской России, будете жить дома. Но пока помогите родине. Тогда Русским общевоинским союзом руководил генерал Миллер, был большим поклонником Гитлера. И они получили задание выкрасть Миллера. И они это сделали. Ее поймает французская контрразведка. Она получит 20 лет каторги, будет сидеть в тюрьме. А когда фашисты захватят Францию, она умрет от пыток. Вот такая история. Вот что касается русских офицеров, которые потом, как разведчики, работали на нашу разведку Советской России, чтобы понять вот это настроение, попытайтесь через эту призму пересмотреть действительно великий фильм «Утомленные солнцем» первую часть. Вот там Меньшиков такой же перевербованный офицер бывший. Тебя купили. Пошло купили. За франки. Не смейте так со мной разговаривать. Я просто сюда рвался. Вот в этот дом. Мне обещали, а я, дурак, поверил. Ваши дружки мне обещали, говорили: сделай это. Мы тебя пустим обратно. Как потом обманули.
И все отняли. Все. Жизнь, профессию, любовь, Марусю, родину, веру. Все ты отнял. Ну, послушаем романс. Умер бедняга в больнице военной, только родимый сторона. Эту солдатскую жизнь постепенно тяжкий недуг догонял. Через этот переписанный 10 раз винил нам невозможно представить, как звучал голос курского соловья вживую, так как мы с вами сейчас общаемся. Ну, представьте, пофантазируйте. Приятно видеть в нашей аудитории так много не только красивых, прекрасных, но и умных женских лиц. Поэтому я расскажу о наших девушках, женщинах-героях Первой мировой войны. Но начну с одной, которая является символом вообще участия женщин в этой войне. Это 20-летняя девушка из Ставрополя. Ее звали Римма Иванова. Она собиралась быть учительницей. Но когда началась война, как и многие другие, окончила курсы сестер милосердия Красного Креста и пошла работать в Ставрополь в госпиталь. Туда поступало очень много раненых с Кавказского фронта. Вообще точное число женщин в русской армии установить невозможно. Их было очень много. Их было больше, чем в любой европейской армии. Дело в том, что официально это запрещалось. Военные врачи, военные фельдшеры, те, которые с ранеными на передовой, выносят их с поля боя, медбратья, санитары, были только мужчины. Но были женщины, которые приезжали на фронт и маскировались мужчинами и даже попадали в боевые части. Случай с Надеждой Дуровой, знаменитой, война 812 года. В Первую мировую это были массовые явления. Ехали вслед за своими мужьями, за братьями, иногда за сыновьями, иногда после смерти близкого человека. Очень часто их долгое время не могли разоблачить, потому что они коротко стриглись, мазали лицо грязью, пытались курить. Как-то маскировались в этой солдатской массе. Но потом это все равно все довольно быстро выяснялось. Когда это выяснялось, дальше было на усмотрение командира полка. Или отправить в тыл, или, если она как-то попросит сильно, оставить в полку, оставляли на кухне работать, в штабе где-нибудь, еду готовить, помогать стирать, такие хозяйственные задачи выполнять. На фронт, на передовую не пускали. Это было вплоть до февральской революции. Потом, помните, при Временном правительстве появился специальный женский батальон, который называли «Батальон смерти» под командованием Марии Бочкаревой. Это было после того, как женщин официально уравняли в правах с мужчинами решением Временного правительства. Ну, это проявилось в том числе и таким образом. Кстати, кто-нибудь смотрел фильм «Батальон»? Я очень рекомендую. Я имел самое непосредственное участие в его создании. Я считаю, что это хорошее кино, особенно финальная сцена. Девоньки мои, простите меня. Прощайтесь. Прощайся. Господи Боже всесильный, всех уповающих на милость Твою не оставляй, но защищай их. Буди мне милостив и соблюди меня от прелести вражия Твоим защищением. Да не паду перед супротивниками моими, и да не порадуется враг мой мне. Больше всего на фронте было сестер милосердия. Сестры милосердия – это не военнослужащие. Это как бы сотрудницы, добровольно и бесплатно работающие на общественную организацию. Они не могли оказаться на передовой, они помогали в госпитале, либо где-то в перевязочном пункте. Римма Иванова сначала работала сестрой милосердия в госпитале, потом, видимо, наслушалась к истории с ранеными и решила поехать на фронт. Сестры милосердия, их называли белыми ангелами, потому что поверх платья, как правило, коричневого либо серого, они одевали большой белый фартук, должны были всегда его носить, с обязательным красным крестом,
Голова покрывалась широким платком белого цвета. Очень часто платок тоже был сзади с большим красным крестом. И всегда была повязка. На руке тоже красный крест и номер. Этот номер совпадал с номером удостоверения сестер милосердия. Зачем номер? А дело в том, что на фронт ехали самые разные женщины. В том числе, конечно, но это жизнь. Туда пытались попасть женщины пониженной социальной ответственности, где-то в тыловых частях, чаще всего в городах тусовались. Переодевшись под сестер милосердия, работали воровки. Уставшего офицера можно напоить, прикинувшись такой скромницей, и обокрасть. Вот я из грустно-забавного процитирую вам вестник Российского Красного Креста тех времен. В кавычки. В расчете на людскую доверчивость много легкомысленных созданий стало наряжаться в форму сестер милосердия и в таком виде ищут на улицах приключений. Недавно были выслежены и арестованы 2 таких особы, выдающих себя за сестер милосердия. Они обе оказались магазинными воровками. Почему я сказал забавно? Потому что забавно, что на языке той эпохи воровки и проститутки назывались легкомысленными созданиями. Но вообще работа сестер милосердия, не говоря уже о санитарах и фельдшерах, была смертельно опасной. Хотя было принято на госпиталях, перевязочных пунктах делать полотнища с красными крестами, вывешивать везде белые флаги. Но это никогда не останавливало никого. И артиллерия, авиация обстреливала и бомбила поезда с ранеными, госпитали. Ну а потом просто война в окопах, вы понимаете, это ведь не только ранения, это вши, тиф, крысы, инфекционные заболевания. Это была очень тяжелая и невероятно опасная работа. Многие сестры милосердия были награждены за храбрость георгиевскими медалями. Почему их было так много? Потому что врачей и медсестер не хватало. Ведь никто не рассчитывал, что война будет такой долгой и такой тяжелой. Система здравоохранения, как бы сейчас сказали, лопнула сразу. Она не выдерживала. И поэтому власти личным примером агитировали записываться девушек, женщин в Красный Крест, одевать эти белые косынки, фартуки и идти помогать в госпитале. Руководила Красным Крестом мать Николая II Мария Федоровна, очень достойная и умная особа. Руководила по-настоящему, не номинально. Кстати, именно это, мне кажется, мистически спасло ей жизнь, потому что во время революции она оказалась по делам Красного Креста в Киеве и в Петербург не вернулась. И потом Крым, и вот так ей удалось эмигрировать. Все, кого поймали, большевики никого не выпустили. Ну и все дочери императора работали медсестрами во всех царских дворцах. В Зимнем, Царском Селе были открыты военные госпитали. Личным примером это очень достойно. Война всегда ведет не только к техническому прогрессу, об этом я поговорю потом отдельно, она всегда ведет и к прогрессу в сфере медицины. Появилась в Первую мировую челюстно-лицевая хирургия, как отдельный вид хирургии, и вся современная пластическая косметология, она вся началась в Первую мировую войну. Потому что жуткие ранения лица массовые. Врачи пытались как-то восстановить человеческий облик. Протезы, не какие-то там культяшки деревянные, а уже специальные протезы, медицинские, индивидуальные, появились в Первую мировую войну. Специальные бинты, чтобы остановить обильное кровотечение, с целлюлозой. Ими затыкали раны. А потом, кстати, во Франции, именно сестры милосердия поняли, что если эти бинты прогладить утюгом горячим, то их можно использовать уже женщинам в необходимые моменты. И так компания Kleenex из этих бинтов стала производить первые прокладки. Психиатрия просто взлетела во время и после Первой мировой, потому что наблюдалось в воюющих армиях массовые жуткие нервные болезни. Окопная война, когда ты практически не видишь врага, и ты живешь в этом вонючем окопе. И приказ наступать – это приказ умереть. Посмотрите хронику. У солдат начинались жуткий нервный тик, их всех трясло. Некоторые солдаты глохли, нервы. Некоторые слепли, теряли зрение. Врачи первое время не верили, думали, что это все симулянты. А с симулянтами как боролись? Кто читал «Похождения бравого солдата Швейка»? В госпиталях, куда попадали все больные,
включая как бы подозрительных 3 видами лекарств, 3 методики лечения. Туда и Швейк попал тоже. Сначала голод, когда тебя 3 раза в день поят чаем. После этого клестир, это клизмы. И сразу после этого заворачивание в мокрые простыни. Но обычно к этому моменту все готовы были на фронт идти уже. Как бы выздоравливали. Ну, на самом деле, все это было очень серьезно. Потом поствоенный травматический синдром всеми психиатрическими школами многие десятилетия исследовался. Рима Иванова. Из госпиталя, отправившись на фронт, 20 лет, она стала военным фельдшером. Хотя это и не разрешалось, и не поощрялось, но она была на передовой. Она была, видимо, хорошим медицинским работником. Ее обожали в полку, считали ее талисманом, называли ее только врачом. Никто ее сестрой не называл. И вот с Маргонь, об этом я в следующий раз расскажу. Тяжелейшие бои с Маргонь – это русский Верден. Это вот такая же длительная мясорубка. В роте, где фельдшером служит Рима Иванова, погибло оба ротных офицера. Остались одни солдаты. И вот солдаты без командиров дрогнули и начали бежать. Рима Иванова стала командиром по неволе, потому что в брошенных окопах лежали десятки раненых, ее подопечных. И вынести их было невозможно, они были обречены. И тогда, чтобы не бросить раненых, она воодушевила солдат остановиться, пойти в контратаку и повела роту в контратаку. Занятые врагом окопы были отбиты, раненые были спасены. Сама она была ранена разрывной запрещенной пулей. Спасти ее не смогли, да и некому было оказать ей помощь. Но таким образом она спасла всех раненых. Наградить посмертно можно было ее только солдатским крестом георгиевским. Но полковое собрание возбудило целое ходатайство о награждении ее офицерским Георгием. А это было абсолютно невозможно. Это противоречило статуту ордена. Ладно, что она не дворянка, но она не офицер. И по большому счету даже не военнослужащий. Однако ходатайство полка дошло до императора, и он пошел навстречу, наградил ее орденом Святого Георгия, офицерским крестом. Таким образом, в истории России есть всего 2 женщины, награжденные орденом Святого Георгия. Это бывшая учительница, медсестра Рима Иванова и императрица Екатерина Великая, которая по статуту, учреждая этот орден, номер 1 возложила на себя. Все. Я уверен, что Екатерина II одобрила бы и поддержала своего прапраправнука в этом решении. Ее называют «наша Орлеанская дева», «русская Жанна д'Арк». Вот где-то спектакль идет, я видел, «Ставропольская Жанна д'Арк». Все это красиво, конечно, но, на мой взгляд, это странное низкопоклонство перед Западом. Почему мы все время считаем, что вот есть образец Жанна д'Арк, то мы все должны на нее равняться? Да пусть они на нас равняются. У нас есть Рима Иванова, у них вот таких, которая бы повела своих солдат в контратаку. У них таких нет, из-за которых бы солдаты пошли на смерть. Кстати, несколько лет назад, в день ее рождения, в Ставрополе, на родине, военно-историческое общество поставило ей памятник. Я сделаю сейчас небольшую паузу, послушайте несколько тактов вальса, который был написан военным музыкантом Василием Беккером тогда. Называется «Жизнь за Родину» в память о Риме Ивановой. Еще одна женщина, о которой хочется рассказать, тоже орденоносец, звали ее Вера Панаева. Она кавалер ордена Святой княгини Ольги. Единственный кавалер в истории. Дело в том, что такой орден учредили только в 13 году, к 300-летию династии Романовых, и учредили с мирными целями, чтобы награждать женщин-врачей, женщин-учителей. Но началась война. И тогда статут этого ордена дополнили еще одним пунктом, что можно им награждать матерей
сыновей героев. Не матерей, у которых много детей. В Российской империи не было проблем с деторождением. А матерей сыновей героев. Но орден учредили. Война идет, нужно вести учет, статистику собирать, какие-то подтверждения. Некому было этим заниматься, и никому этот орден ни разу и не вручили. До тех пор, пока в газетах не поднялась история, которая затронула все общество. История сыновей Веры Панаевой. Имена сыновей стали известны всей России. И фактически, узнав из прессы об этом, руководство страны приняло решение, и ей единственной был вручен этот орден. У нее было 4 сына. Все они служили в армии. Самое интересное, что 3 из них служили в одном полку. Все 3 погибли, и все 3 были награждены посмертно офицерским орденом Святого Георгия 4 степени. Полк был очень необычный. Это знаменитый Ахтырский гусарский имени Дениса Давыдова. Тот самый образцовый гусарский полк, в котором служил Денис Давыдов, главный гусар. Тот самый полк, который был костяком летучих отрядов партизанских. Тот самый полк, которым Денис Давыдов командовал, как уже гусарский полковник после окончания наполеоновских войн. Прославленный полк. Все Панаевы были кавалеристами. И все гусарами. Несколько поколений. Старший ротмистр Борис Панаев. Ротмистр – это капитан. Погиб в самом начале войны, в августе 2014 года. И он первый в Российской империи, кто был удостоен ордена Святого Георгия посмертно. До этого давали только при жизни. Кстати, вообще тогда были довольно интересные правила вручения орденов. Очень часто семьям погибших героев назначали пенсии от государства, какие-то давали льготы, брали их детей на содержание, определяли в кадетские морские корпуса. Но давать ордена посмертно было не принято. Более того, если орденоносец погибал, то очень часто эти ордена в семью его не возвращались. Считалось, что это, во-первых, государственная собственность, сами ордена. Во-вторых, семья будет получать пенсию, а ордена останутся в государстве, чтобы потом не продавали их, не оказывались они на рынке. Вот таким образом с этим пытались бороться. И вот первым получившим орден посмертно в связи с изменением статута ордена Святого Георгия стал Борис Панаев. Обстоятельства такие. Он служил в 12-й кавалерийской дивизии генерала Каледина. Каледин – это будущий атаман, белогвардеец. Я, когда готовился к этой лекции, пришел к удивительному заключению. В истории так складывается, что все трусы умирают по-разному, а все герои гибнут одинаково. И вот судьба Панаевых этому подтверждение. Дивизия должна была атаковать позицию австрийцев где-то на возвышенности в лесу. Но это была очень сложная позиция. Кавалеристы должны были сначала пересечь реку по какой-то узкой плотине, потом ворваться в деревню, где-то там развернуться под огнем, ударить во фланг. В общем, это была трудновыполнимая задача, потому что для этого требовалась очень высокая боевая слаженность, очень хорошая выучка лошадей. Но наша кавалерия лучшая в мире. Лошади наши натренированы были до такой степени, что у одного из Панаевых такой трюк был. За ним лошадь ухаживала. Он ее выдрессировал как собаку. Она, например, снимала с крючка шинель и подавала ему зубами. Он одевал одну руку, потом лошадь перемещалась, вторую руку набрасывал так шинель на себя. Вот такая выучка была. И вот ротмистр Панаев пришел к командиру полка и убедил его, что для того, чтобы решить эту боевую задачу, много войск не надо, достаточно только 2 эскадронов. Его эскадрон и эскадрон его родного брата. И они все сделают. Дальше гусары вперед, конная атака, командир эскадрона во главе, по нему бешеный огонь. Несколько раз он был ранен, весь изрешечен пулями, но не выпал из седла. В итоге, когда они ворвались на эту позицию, австрийцы дрогнули, побежали. Я не знаю, сколько погибло австрийцев на месте. Пленных было взято эскадронами 155 человек. А вы не поверите, в 2 эскадронах погиб только 1 человек – Борис Панаев. Через 2 недели дивизия Каледина спасла другую знаменитую пехотную дивизию. Командиром этой дивизии был Лавр Корнилов. Дивизия Корнилова попадала в окружение, не успевала отойти. И тогда Брусилов командовал армией, был командиром и Каледина, и Корнилова, издал приказ по армии. 19-й кавалерийской дивизии приказываю умереть. Но умирать не сразу, а до вечера.
Это означало, что кавалерийская дивизия должна заслонить с собой отступающих корниловцев и дать им возможность уйти за реку. Надо было задержать противника. Каледин поступил грамотно, в атаку не повел кавалерийскую дивизию, все спешились, лошадей коневодом в лес, а дивизию посадил отстреливаться. А вот Ахтырский гусарский полк он оставил в конном строю в резерве, на всякий случай там, спрятал его. И в критический момент, когда враг прорывался, ахтырцам была дана команда бить во фланг. Вот как описывает это очевидец, кавычки. Под сильным свистом пуль, совершенно спокойно, командир гусарского полка генерал-майор Трингам командует: шашки-пики к бою, атака на пехоту, повзводно, по 2 взвода в одну шеренгу, на 100 шагов дистанции, рысью, затем галопом марш. Лихо и стремительно пошли мы все вместе, сразу попав под огонь пулеметов и такой же шрапнельный. Пронеслись, обратив австрийцев в паническое бегство. Второй брат, Гурий, он в этой атаке развернутым строем на пулеметы до вражеской позиции не доскакал. Коня убили, но он кувырнулся, добежал пешим, ворвался в траншею и стал рубить австрийцев шашкой. Получив несколько пуль, он успел крикнуть: «Пошлите матери сказать, я убит в конной атаке». Умереть именно в конной атаке для гусара считалось особой честью. Я поясню, в гвардии тогда, особенно в гвардейской кавалерии, у офицеров бытовало совершенно другое отношение к смерти. Такое же, как у Милорадовича. «Дерьмо тот гусар, что дожил до 30», приписывается многим. Главная гусарская доблесть – это презрение к смерти. Отсюда, собственно, почему гусары воспевали Михаила Лермонтова. Не только потому, что он прекрасный поэт, звезда и прочее, прочее, а то, как он относился к смерти, как настоящий гусар. Вам кажется теперь не до смерти. Вы изволите за... Вы ничуть не мешаете мне. Вот стоять на дуэли и вишневые косточки выплевывать там, под дулом пистолета. Мне, кстати, интересно, что есть немало любителей истории, любителей викингов. Вот эти викинги с рыжими бородами, с татуировками, Вальгалла, Один, умереть только с мечом в руке. Как это? Мужественно. Или романтики самурайства, всех этих последних ронинов. Честь самурая тяжелее скалы, смерть самурая легче перышка. Если хозяин погиб совершить сэппуку, смерть ничего не значит для самурая. Как это возвышенно? Почему мы не помним о том, что наши гусары точно так же считали смерть за отечество в конном строю в атаке высшей доблестью? Вообще как-то странно очень относимся иногда к своей истории. Вот Гурия, его тело вытащили через 4 дня, повторно отбив эту позицию. Ну, надо сказать, что австрийцы раздели его до нога, до нижнего белья, полностью обобрали деньги, награды, часы, все украли. Не взяли только маленькую иконку, не представляла для них ценности. Он ее взял у своего брата, который погиб за 2 недели до этого. Эта иконка осталась. Генерал-командир гусарского полка не посылал на смерть. Он вел своих. Поэтому он погиб в том же бою. Потери полка были 200 гусар в этой атаке. А штатная численность, как тогда говорили, конный состав, 900. Но мы понимаем, что к этому моменту полной штатной численности не было уже. Полку было существенно меньше 900 конников. Что теперь посчитайте пропорцию погибших в одной атаке. Атака легкой кавалерии, о которой я вспоминал под Балаклавой. Там потери были меньше, чем у гусара Ахтырского полка. В пропорции. Существенно. Но мы восторгаемся. Кино англичане снимают. Легенды. У нас кто-нибудь знает про атаку Ахтырского полка в 2014 году? Это недавно мне попалась в руки, не буду называть компанию. Компания, кстати, нормальная. Я даже с хозяевами ее поговорил. Нормальные люди помогают Севастопольской бригаде морской пехоты. Но вино мне в руки попалось их компании. Знаете, крымское. Называется «Тонкая красная линия». Thin Red Line. Что такое тонкая красная линия? Знаменитый миф британской военной истории про то, как в боях под Балаклавой Крымская война
Англичане, на самом деле не англичане, а шотландцы, выстроились не как положено по уставу в 3-4 линии, отражая кавалерийскую атаку, а поскольку фронт был большой, а наши казаки летели на них лавой, они выстроились в 2 линии. Красная, потому что в красных мундирах английских. Выстроились и готовились отразить кавалерийский наскок. Но боя никакого не было, потому что зазвучала артиллерия, и казаки развернулись. Речь идет только о готовности встретить русских кавалеристов. «Тонкая красная линия», знаменитый фильм так называется, голливудский. Это синоним готовности сразиться и умереть. Ну, правда, в отличие от наших 28 панфиловцев, боя не было. И вот я беру эту винную бутылку, там тонкая красная линия, а на оборотке написано: «Выпущена под Балаклавой, где произошел знаменитый бой британцев, который стал символом надежды и воли к жизни в сражении с врагом». А враг это кто, простите? Этим мы восторгаемся. Сидит какой-то маркетолог тебе на Патриарших с чашечкой капучино, мозги на бекрень. Третий брат, оставшийся в живых, Лев, после гибели 2 своих старших братьев, все свои личные сбережения сразу перечислил в фонд помощи семьям погибших офицеров полка. Когда так делают? Когда готовятся умереть. Третий брат погиб в пешем строю через несколько месяцев. Зима, снег, лошадь пройти не может по сугробам. Гусарам приказали спешиться. И он повел свой эскадрон в атаку на вражеские позиции в пешем строю, как офицер. Тоже погиб. Вот так погибли все 3 брата. О награждении 3-го брата орденом Святого Георгия. Кавычки. «Командуя эскадроном, несмотря на сильный ружейный огонь противника, увлекая своим примером других, первым бросился в неприятельский окоп, выбил противника и занял господствующую высоту. Шел впереди цепи, как командир». Январь 15 года. 4-й брат, он был вообще артиллеристом, не гусаром, исключение. Специально записался в Ахтырский полк, чтобы погибнуть там же, где погибли 3 его старших брата. Его сначала записали, а потом начальство подумало и отправило его служить на флот. Ну, хоть кто-то, чтобы остался у матери. Он служил во флоте, награжден боевыми орденами, дожил аж до 18 года. Тоже погиб. Как увековечена память 4 братьев. Похоронены они были в Павловске, могилы не сохранились. Считается, что мраморные надгробия немцы украли в годы Великой Отечественной войны, в Германию увезли, наверное. В общем, могил нет. Я уже подхожу к самому концу. У меня осталась малюсенькая история про то, каким необычным образом увековечилась память одного из братьев. А история такая. Вы знаете, что по традиции члены императорской семьи, включая женщин, были шефами разных полков. Ну, шеф – это просто тот, кто помогает, почетная должность. Как-то там следит, бывает на офицерских собраниях, знаком с офицерами, поздравляет по праздникам, может крестить детей, может там и так далее. Сестра Николая II, Ольга, была шефом как раз Ахтырского гусарского полка. Она тоже работала в госпитале медицинской сестрой в Киеве. И во время Первой мировой войны у нее не сложилась личная жизнь, и Николай II разрешил ей в порядке исключения развестись, после чего она вышла замуж за кавалерийского офицера Куликовского. После революции они уезжают на Кавказ, там Куликовский воюет какое-то время за белых, и у них рождается сын. И вот сына они решили назвать редким именем Гурий, в честь одного из братьев Панаевых, ротмистра Гурия Панаева. Потом они эмигрировали, жили в Дании вместе с матерью, императрицей Марией Федоровной. А сыновья ее, Тихон, а второй Гурий, что может делать русский молодой человек за границей, пошли служить в армию. Они были офицерами датской армии. Датская армия не сопротивлялась немцам. Во время оккупации Дании 1 или 2 датских солдата случайно погибли. Всех датским офицерам, и этим особенно, потому что они ведь не абы кто. Они великие князья Романовы. Их очень настойчиво пригласили служить у фашистов. В элитных частях вермахта предлагаем высокие офицерские звания.
Но оба брата и Гурьев отказались. Хотя они рисковали. Гурий Романов Куликовский потом уехал в Канаду и работал учителем русского языка. Вот так необычным образом имя Гурия было увековечено. В 2014 году мы поставили много очень памятников героям Первой мировой. В это невозможно поверить, я отдельно потом обязательно расскажу об этом. Но до 2014 года в России не было памятников героям Первой мировой. Вообще. Эти памятники начало устанавливать по поручению президента Российское военно-историческое общество, и главным образом они все делались на деньги попечителей, жертвователей, членов Российского военно-исторического общества. Одним из таких попечительских памятников стал очень трогательный, на мой взгляд, монумент на Белорусском вокзале в Москве. Называется «Прощание славянки». Девушка прощается с молодым солдатом, уходящим на фронт. Ведь именно с Белорусского вокзала уезжали на фронт солдаты и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну. Именно здесь впервые прозвучит другая великая мелодия. Именно на Белорусском вокзале «Вставай, страна огромная» в 41-м. Поэтому вот эти вот фонари, чугунные, венки, оружие и две зеркальных даты – 1914, 1941. Она прощается и не знает, вернется ее любимый или нет. Она также прощалась, наверное, со своими сыновьями. Единственный кавалер ордена Ольги, мать героев, Вера Панаева. Никто из ее сыновей с фронта не вернулся. И во второй части я расскажу вам о героях русского неба, первых летчиков, о героях русского моря, защитников Балтики и Черного моря, о героях-подводниках и о тех героях, которые стали потом во главе Красной армии, те, кто стали во главе Белой армии. О том, как удивительно, трагически, героически, торжественно и страшно складывалась их судьба. Обо всем об этом в следующий раз. Спасибо вам за любовь к русской истории. В 2014 году стало немало звучать мелодий к столетию войны. Многие мелодии переделывались под современные звучания. И, знаете, некоторые из них зазвучали совершенно особенно. Послушайте ту же мелодию, но которая, мне кажется, особо трогательна. Наступает минута прощания, ты глядишь мне тревожно в глаза, и ловлю я родное дыхание, а вдали уже дышит гроза. Дрогнул воздух туманный и синий, и тревога коснулась висков, и зовет нас на подвиг Россия, веет ветром от шага полков. Прощай, отчий край, ты нас вспоминай. Прощай, милый взгляд, прости, прощай, прости, прощай. Прощай, отчий край, ты нас вспоминай. Прощай, милый взгляд, не все из нас придут назад. Летят, летят года, уходят во мглу поезда, а в них солдаты, и в небе темном горит солдатская звезда. А в них солдаты, и в небе темном горит солдатская звезда. Лес да степь, да в степи полустанки, свет вечерний и новой зари. Не забудь же прощанье славянки, сокровенно в душе повтори. Прощай, отчий край, ты нас вспоминай. Прощай, милый взгляд, прости,
прощай, прости, прощай.